Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас. Политический аналитик, политолог из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр, и все ваши зрители и слушатели. Начать наш разговор я хочу с итогов встречи Зеленского и Трампа. Значит, мы ждали, в общем, как бы тарелки были, но из них не поели, понимаете? Так, по крайней мере, пресса описывает, что, в общем, водички попили только, да и все. Была открытая часть, которую все лицезрели, была часть закрытая. И после этого Трамп сел в свой голубой вертолет и отправился в Мар-а-Лаго отдыхать. В уикенд, выходные. А Зеленский созванивался судорожно с партнерами, групповой звонок имел и заставил журналистов ждать свой брифинг, да, брифинг по итогам. После созвона вышел на брифинг, и фактически мы имеем определенную новую реальность. Трамп делает заявление, пишет пост и делает заявление лично. Зеленский соглашается с этим заявлением, что нужно заканчивать вот там, где есть. Значит, формулировка «там, где есть», которая сейчас звучит, и это является такая отправная точка, как бы, да, письмо в Будапешт на будущую встречу Трампа и Путина, ну, как какая-то хоть умозрительная вещь, которую будут обсуждать точно, да, она мало отличается от той формулировки, что давайте сначала перемирие, полное прекращение огня, а потом все остальное. Вроде как от этого отказались после встречи Трампа и Путина в Аляске. А тут опять вернулись. Почему? И что скажете по поводу встречи? На какие моменты вы обратили внимание? Эта песня хороша, начиная сначала. Вы абсолютно правильно, верно заметили, что фактически вернулись в первоначальный вариант предложений. Заморозки по линии огня. Я хочу сказать, что вся эта встреча была наполнена определенными политическими смыслами. Трамп, вы знаете, такой политический тролль, в хорошем смысле слова, шутник. Ну, во-первых, пока Зеленский летел над Атлантикой, Трамп созвонился со своим российским коллегой, и они разговаривали более 2,5 часов. Как мы с вами понимаем, говорить более 2,5 часов о погоде, наверное, это слишком долго. И, наверное, стороны находили какое-то взаимопонимание по ряду моментов. Мы это потом увидели, например, касаемо возможного строительства туннеля в Беринговом проливе, раз они столько разговаривали. И, конечно, на лица украинской делегации по прибытии их в Вашингтон было страшно и стыдно смотреть. И даже местами больно. Особенно больно было смотреть на ту впечатляющую встречу, которую организовали Зеленскому принимающая американская сторона. Да, тут же офис президента Украины через подконтрольных блогеров запустил антикриз, что это, дескать, неофициальный визит. Ну, официальный, неофициальный, но как минимум президента такой серьезной страны, такого государства, тем более кем себя считает господин Зеленский, да, новый Наполеон или старый Черчилль, мы это уже говорили, ну, по крайней мере... Новый Наполеон или старая Жозефина, да? Да, наверное, мог хоть какой-то руководитель Госдепа приехать, хоть кто-то из чиновников встретить. Вместо этого встречали его свои пилоты и два каких-то фрика, изображая массовый митинг в поддержку украинского режима. Дальше. Перед встречей Зеленский сидел в подсобке Белого дома. В это время Дональд слушал итальянского тенора. И это тоже очень серьезный знак. Дело в том, что Дональду нравятся теноры, ему не нравится фальцет. То есть то, что присуще политическому кастрату. А именно политическим кастратом сейчас является господин Зеленский. Потом мы переходим плавно к обеду. То есть все эти пустые тарелки, да, демонстрировали то, что кого-то хотят или в этот же момент, наверное, кушают. И обратите внимание, еще очень важный смысл, какого размера солонки
солонки были на столе у Дональда. Это такое, знаете, из детства у моих бабушки и дедушки были гигантского размера, причем у всех членов американской делегации справа и слева они были в 2-3 раза меньше. То есть, видимо, он кого-то хотел или готовил в этот момент, и нужно было приперчить и подсолить. В общем, мариновал. Мариновал, абсолютно точно. То есть, с точки зрения политического символизма, а Дональд Трамп, повторюсь, это великолепный политический тролль в прекрасном, в хорошем смысле этого слова. Просто от украинской делегации не осталось ничего. И в итоге, после небольшой там встречи, порядка получаса, Дональд поехал, значит, играть в гольф в Мар-а-Лаго и даже не пригласил старого Черчилля, нового Наполеона или нынешнюю Жозефину. Вот, поэтому вот уже по этим всем моментам можно сказать, что визит Зеленского абсолютно провальный. Ему предложили вернуться к первоначальному обсуждению не томагавков, а какой-то заморозки по линии огня и дальнейших переговоров. Но тут в чем скрывается, так сказать, как говорится, в деталях, да? Не буду упоминать это слово в эфире. Вот. Значит, так в чем тонкость, которая скрывается в деталях? Так а если сейчас украинский, киевский режим идет на замораживание по линии огня, в этой заморозке ведь также присутствует Харьковская область, Сумская область, Днепропетровская область и даже кусочек Николаевской области. То есть ситуация, мягко говоря, патовая для киевского режима. Вот. Никаких томагавков украинский президент, ну, человек, который называет себя президентом Украины, напомню, его полномочия истекли в мае 2024 года, никаких плюшек оттуда, с Америки, не привез, а привез очень серьезную дилемму, на которую киевскому режиму придется отвечать. И в этом плане визит, конечно, был, наверное, одним из самых худших по эффективности визитом Зеленского последних лет. Ну, Юрий, знаете, вы так... Ну, в принципе, это хорошо, потому что я заметил по последним, ну, скажем, публикациям или каким-то вот этим, скажем, ну, вот, например, с украинской стороны, аналитикой, которая несется, шатает серьезно, да, вот то все, Трамп дает томагавки, сейчас бойся Россия, и сам Зеленский об этом говорит, вот Россия побаивается, но потом в интервью говорит, ну, Трамп не сказал нет, но не сказал и да. В общем, как-то это все пытаются завуалировать. Этот смех после слова вопросам журналистов на брифинге о томагавках по поводу... Говорит, я реалист, ха-ха-ха, понимаете? То есть, ну, в чем здесь... То есть, абсолютно... То есть, я к чему? Вы препарируете конкретными результатами, конкретными вещами. То есть, ага, что мы имеем? Хорошо, общее, по крайней мере, Зеленский прогнулся, постелился и вот это вот, собственно, поддержал Трампа. Ну так, реально, если на землю посмотреть, то получается, да, кусочки других областей подконтрольной России получаются остановиться там, где есть, означает отдать это все Российской Федерации. То, за что воевали, там, да, пол Лимана, там, пол Купянска, пол Покровска, ну вот эти все города, да, которые... Это как? То есть в любом случае нужно решать судьбу конкретных там вещей. Это все остается как бы за кадром. Главное, остановитесь там, где есть, и потом вот будет какая-то договоренность. Что будет с вот этой заморозкой по линии боевого соприкосновения, как с идеей? Опять-таки, мы еще не знаем, к чему это приведет. Но что будет как с условием, как с идеей в Будапештском саммите? И вообще, как вы смотрите на то, что саммит будет в Будапеште? Будет ли он там? Есть ли вероятность, что что-то переиграется? Там, к слову, вот вы так обратили внимание на солонки, на там, пустые тарелки во время этой части. Там Хексет очень интересный галстук надел. Ну, такой прям очень интересный по расцветке.
Вроде как это же тот же самый Хексет, который выходил и говорил, надо Россию там вот это надавить, мы вместе, на Рамштайне лично прилетел и выдавал тираду о том, что мы поможем. А тут взял и так, сидя напротив Ермака, Умерова, ну, вот этой делегации, да, Зеленского, надел вот этот галстук, да, как бы, и причем с таким хитрым выражением лица, что все это тоже обратили внимание. Так вот, что будет с этим условным итогом на Будапештской встрече Трампа и Путина? Ну, во-первых, хочу сказать, что Трамп преподнес большой сюрприз и всему Европейскому Союзу. На протяжении долгих лет они пытались, руководство ЕС, маргинализировать президента Венгрии, травить его, оскорблять. Ну, премьера, да. Вот. Да, премьера Венгрии. Значит, этим жестом президент США вознес и Орбана, и Венгрию, и Будапешт фактически на острие политики сейчас, особенно после заключения договора по Ближнему Востоку. Сейчас российско-украинский конфликт является наиболее проблемным в мире. И Дональд Трамп, конечно, преподнес просто шокирующий сюрприз своим европейским партнерам. Было забавно читать, как украинские псевдоаналитики, ну, к слову, наверное, такая сентенция, как украинская аналитика, при всем уважении к Украине, она, наверное, давно уже не существует, рассказывали о том, как самолет президента Путина будет, значит, объезжать все страны ЕС и не доберется до Будапешта. Дело в том, что мы с вами и наши думающие уважаемые зрители прекрасно понимают, что все страны Европейского Союза не отвечают за свою внешнюю политику. За внешнюю их политику отвечают совершенно другие структуры, в том числе Вашингтон. Они под козырек примут, как бы ни кричали, особенно вот эти гиены и шакалы Европы, Польша, Литва и Латвия, как бы они что ни кричали, и как бы ни пытались противодействовать каким-то действиям, они под козырек примут все, что им скажет Дональд Трамп. И смотрите, не прошло даже суток, как представитель Еврокомиссии тут же сказал, что никаких препятствий пролету нет. Путин же не в санкциях. И из этого мы узнали, что, оказывается, президент России не в санкциях каких-то. Хотя, а как же решение Международного уголовного суда? Сама Еврокомиссия мгновенно о нем забыла. Это говорит о том, что они не являются суверенными государствами, структурами и организациями. Поэтому будут делать все как миленькие, все, что им скажет Вашингтон. Это первый момент. Ну, конечно, у Орбана встреча состоится. У Орбана, конечно, триумф, в том числе политический. На ближайших выборах, которые через год-два состоятся, он, естественно, укрепит свои позиции своей политической партии. И Венгрия будет упомянута во всех мировых СМИ. В общем, это будет такой его действительно политический триумф. Да, и это подарок Дональда, за который Виктор Орбан будет не только благодарить, но и расплатиться всей своей эмпатией. Но надо сказать, что этот же саммит пройдет, наверное, через 2-3 недели, как заявляют стороны. И, соответственно, линия фронта изменится не в пользу украинской стороны. Это второй момент, который важно понимать. Кроме первого момента, что саммит проходит на территории той страны и у того руководителя, которого просто не приемлет киевский режим. Это фактически пощечина. Пощечина киевскому режиму. И это тоже результат. Вот мы же говорим, при всем уважении к украинским аналитикам, тем, кто там в Украине остались и анализируют, мы же говорим действительно по фактам, а не предположениям. Вот факт. Саммит в Будапеште. Это пощечина всему киевскому режиму. Второй факт. Туда летит Путин, на которого
значит, на Российскую Федерацию, на Путина наложено гигантское количество, небывалое в истории санкций. Это еще одна пощечина. Следующий момент. Линия фронта изменится не в пользу украинской стороны. Для этого тоже не надо обладать никакими особыми военными познаниями, кроме базовых. Кроме базовых. У кого больше ресурс, тот и будет больше продвигаться. Военные ресурсы, мобилизационный ресурс больше у Российской Федерации. Поэтому линия фронта изменится в пользу Российской Федерации. И причем может измениться и очень-очень резко. Касаемо Купянска, Покровска мы говорим. То есть все, что мы говорили вот в ваших эфирах и говорили другие эксперты, ну все это все подтверждается, да? То есть Украина в итоге Подождите, может... так а как же, стойте, контрнаступление? Ага. Трамп же выходит, говорит, мы сядем, поговорим и решим, может ли Украина контрнаступать. А украинцы стороны, мы можем контрнаступать, дайте оружие. То есть вполне... вы же видите, как по нотам сыграно вот это вот искусство сделок Трампа. Разгнали просто необыкновенную историю. Прям чуть ли не в контрнаступление гонят ВСУ. Вы теперь вы вот говорите, линия фронта изменится в противную, ну, от Украины сторону, то есть в ее сторону. Так это ж говорю не я, это говорят все действия последних 3,5 лет. И это говорит статистика украинских государственных структур. Например, количество людей, которые находятся в самоволке, дезертиров, просто говоря, достигло практически 300 тысяч человек. Поправьте меня, если я ошибаюсь. 300 тысяч человек. В России их буквально несколько сотен человек. Понимаете, для сравнения. Значит, на войну значит, призывают на войну украинские структуры, ТЦК и так далее, силой людей. Это мы все наблюдаем. А в то время как в России по-прежнему очереди в военкоматах. Они стали чуть меньше, но 30 тысяч человек в месяц, это 30 полноценных бригад добровольцев. Они по-прежнему записываются. Сейчас практически 80% воюющих в российской армии по линии соприкосновения с Украиной – это добровольцы. 80%. Понимаете, какая мотивация у людей? Значит, переходим даже, вот если разберем, если позволите, на минуту, вот этот даже кейс с томагавком. С учетом того, что киевскому режиму и всем этим киевским нацистам не хватает немножко логики и аналитики. Ну хорошо, даже если бы вам дали эти томагавки. В 2018 году мы были свидетелями атаки. Порядка 100 томагавок атаковали сирийскую авиабазу. 70% из них были сбиты. Некоторые говорят не 70, 50%. Но все равно это колоссальное количество. И российское ПВО сейчас за 3,5 года обучено сбивать очень большое количество всех летящих военных средств на территорию России. Ну хорошо, вы получите томагавки. Конечно, это нанесет определенный ущерб российской стороне. Погибнут еще десятки, сотни, может быть, тысячи людей. Но изменит ли это что-то на поле боя? Нет. Нет, потому что у вас нет мобилизационного потенциала, ресурсов, таких технологий. Чтобы что-то изменить на поле боя, нужны люди. Но если кто-то посмеет, значит, вовлечь европейских, да, это я разжевываю украинским нацистам, следующую ступень эскалации. Если кто-то посмеет вовлечь европейские какие-то контингенты, ну, значит, российская сторона объявит о сборе добровольцев Северной Кореи и Ирана. Вы видели, сколько людей у Ирана, которые готовы воевать за Российскую Федерацию, тем более за такие денежные средства? Ну и к чему это дальше приведет? То есть, понимаете, вопрос, почему я назвал Зеленского политическим кастратом, а все-таки Трамп любит вот теноров, что и показал это всему миру. Ну, потому что вся его позиция, она абсолютно деструктивная. Она деструктивнее, чем позиция Хамаса.
С ним невозможно договориться, с ним невозможно договариваться. То есть он занял такую упертую позицию, которая принесет большие проблемы и ему, и Украине, и прежде всего украинскому народу. Ведь в танго участвуют двое, и надо хоть какие-то обсуждать уступки. Он не хочет обсуждать ничего, ничего. А соответственно, ну, значит, результат будет еще более плачевный. Ведь обратите внимание, если бы он подписал все, что предлагалось, вот давайте еще раз вернемся, в 22 году, то вообще б не было ни убитых, ни раненых, ни разрушенной газовой промышленности, энергетики. Если бы он подписал все год назад, это бы тоже было бы на сотни тысяч жертв меньше. Но он продолжает упорно гнуть свою абсолютно разрушительную для украинского народа линию. Вот это большая проблема. Поэтому результаты Будапештского саммита все равно, в любом случае, какие бы они ни были, они не принесут никакого блага конкретно режиму Зеленского. Потому что он занимает абсолютно фантастически самоуничтожительную позицию. Почему, я не могу понять. Как вы думаете, вот эта встреча в Будапеште, а есть вероятность, что там, ну вот мы так посмотрели, конечно, вчера, да, и на слова Трампа, тут же тоже очень интересный момент. Значит, Трамп выходит, говорит, Путин хочет прекращения войны. Зеленский говорит, нет, говорит, мы хотим прекращения войны, а Путин не хочет. Ну, какой-то такой детский сад. Будапешт. Скорее всего, вдвоем они будут встречаться. То есть Зеленского не позовут. Но может ли что-то переиграться за вот эти 2 недели, и Зеленский приедет? И, внимание, это тоже очень важный момент. Судя по тому, какую информацию мы получили от публичных выступлений Трампа после встречи, Зеленского после встречи. Сейчас еще Россия так молчит, ну, с точки зрения каких-то таких моментов. Ну, по крайней мере, по состоянию на момент нашего разговора мы не видим, да, каких-то смены какой-то позиции. Ну, мол, там, цели СВО будут достигнуты, пока вот этот нарратив, да, ну, пока так. Да. Тут же много возникает вопросов. А с кем заканчивать, а на каких условиях? И даже вот хорошо, по линии соприкосновения. Так, а другие условия? Это сокращение армии, вооружений, отказ от вступления в НАТО. Ну, то есть вот этот комплекс проблем, то есть как бы вот эта Украина, которая сейчас останется по линии боевого соприкосновения, какое ее будет поведение в дальнейшем по отношению к Российской Федерации? Из украинского телевизионного пространства нам доносят, что мы будем воевать до последнего. Мы, вот даже Буданов вышел, говорит, мы, конечно, можем там паузу взять какую-то, но, то есть мы должны всегда быть готовы, что война возобновится. Это ведь фактически альтер-эго или обратная сторона, ну, угрозы Российской Федерации. То есть здесь постоянно будут детей учить дроны собирать, здесь постоянно будут сборы, резервисты, оружие, базы и так далее. Да, не натовские, но вот всегда будет жить Украина, вот это после финализации по линии разграничения, жить, ну, следующей войной. И мы это понимаем. Это очень выгодно и в денежном плане, и в политическом плане, и в идеологическом плане. Так вот, есть ли вероятность, что условно Зеленский приедет в Будапешт на эту встречу и что-то подпишет? Что-то не только о линии боевого соприкосновения. Такая вероятность крайне минимальна, в пределах статистической ошибки, и зависит она исключительно от одного человека, не от Зеленского, а от президента США, его настойчивости. Дело в том, что и президент, экс-президент, точнее Зеленский, ну, де-факто президент, я это все время подчеркиваю в эфире. Дело в том, что и он, и вся его клика, все его окружение, оно кормилось и кормится с этой войны, но все капиталы, как мы понимаем, они складывают за рубежом. Мы это не только понимаем,
Недавно мы поймали господина Умерова, который как чуть ли не пол Флориды скупил, аллегорически выражаясь. Вот только по открытым источникам мы увидели гигантское количество объектов у господина Умерова. От Умерова не отличаются и другие представители украинского правящего класса. Соответственно, все деньги находятся там. Это их Кощеева смерть. И это их уязвимое место. Поэтому, если Дональд Трамп скажет, подписывай, Зеленский как миленький, как бы он ни кричал, я не буду, он все подпишет, потому что у него там уже дворцы, родители, дети, друзья, денежные средства. Они все вывели в Европу и прежде всего в США. Почему в США? Потому что там они надеются, что новая украинская власть, когда она придет, их не достанет. Поэтому подписание возможно, если президент Трамп займет такую жесткую позицию. Оно может быть не одновременно, не быстро, не прямо там на Будапештском саммите. Оно может быть позже, если Трамп также займет жесткую позицию в вопросах поставки оружия, в вопросах целенаведения и в вопросах обеспечения украинской армии спутниками Маска, спутниковой связью. Все, убери эти три компонента, и хваленная, значит, украинская военная машина развалится в очень сжатые сроки. Поставит ли Трамп такую цель? Не знаю, не уверен, потому что очень уж высокое давление военного лобби. Они же тоже все зарабатывают и на акциях, и на производстве, раскачивают смежные отрасли экономики. А для американцев как бы русские, украинцы, да, их какая-то суверенитет и независимость, это совершенно другая история. Они рассматривают всех нас как вот тутси-пхуту. Вот помните, резали тутси-пхуту или наоборот, что-то там 2 миллиона порезали, или 3, или 5, да американцам абсолютно безразлично, понимаете? Им главное бизнес. И вот они сейчас взвешивают, и поэтому мы наблюдаем такие качели, потому что все время то одна, то другая группировка, которая ошивается вокруг Трампа, она докладывает и рассказывает о каких-то преимуществах той или иной стороны. Ну, например, преимущество собственного ведения совместного бизнеса с Российской Федерацией, в том числе взятие под контроль, например, газово-транспортной инфраструктуры, да, и продажа по там, двойной цене Европы, это может даже превысить возможные военные расходы, значит, и прибыль от военных расходов. С другой стороны, группировка, которая плотно занимается ВПК, говорит, да нет, вот раскачка и производство новых видов вооружения и тестирование, что самое важное на территории Украины, не только принесет нам дополнительные барыши, но и обеспечит лучшую обороноспособность США, потому что мы протестируем вооружение, мы поймем, значит, какие сейчас технологии военные наиболее эффективны, да, дроны и так далее. Какие это дроны, самолетные, FPV, в какой пропорции их надо иметь на содержание американской армии. И поэтому мы наблюдаем такие качели. Но возвращаясь к вашему вопросу, может ли он подписать Зеленский? Да, может, и это зависит от Дональда Трампа. Но вот на прошлой неделе президент Лукашенко публично в очередной раз сказал, несмотря на оскорбления в его адрес со стороны Зеленского, что Беларусь заинтересована в том, чтобы Украина была независимой и суверенной, чтобы она не распалась как государство. Потому что нам абсолютно неинтересно, чтобы на юге нашей страны, Республики Беларусь, вооруженные какие-то банды, да, значит, отжимали друг у друга территории, бизнесы, значит, и была такая тотальная дестабилизация. В том числе Так с такой она есть, вот если так Но посмотреть. пока она не в таком гигантском масштабе, Нет, что может быть. имеется в виду, что тут
понятно, да, вот эта вот история. Ну, это украинский сегмент соцсетей, она немножко раздухарила, когда в Тернополе приехали отдельные представители третьей штурмовой и начали там, ну, как бы подрабатывать в ТЦК. Ну, как подрабатывать, понятно, да, кошмарить народ. Ну, их быстренько там задержали, тем самым выставив ТЦК вроде как с одной стороны, вроде как белые пушистые ТЦКшники, с другой стороны, смотрите, то есть пускай лучше вот эти ТЦКшники тут кошмарят, чем приехали люди с фронта и давай там то обливать чем-то, бегать, заставлять вокруг машины. Ну, короче, издеваться над народом. Поэтому, ребята, терпите мобилизацию, и все будет как бы нормально, да, вот. Это, лучше вот эти, чем вот те. Это тоже как бы такой нарратив этой истории и показательное задержание. А в чем разделился этот сегмент? Опять-таки, это же идет слом. Это слом, который переживали люди, например, на Донбассе, да, потому что, давайте откровенно, одни пострадали от ополченцев, ну, которые там вот эти наши ребята, они же собрались, это не пойми кто, когда вот республики вот эти все, ну, как бы обрастали силовым блоком. Начиналось все с каких-то там собраний ДНДшников условных, да, а закончилось вот народной милицией. Между этими были какие-то группировки, которые там приходили и кошмарили людей. Но многие же на том же Донбассе столкнулись и с произволом добробатов, и вот этих вот, ну, военных, которые тоже вроде как ВСУ, но как бы не совсем регулярные, а какие-то особенные силовики. И вот сейчас, когда вот Тернополь вот это пережил, в таком микроскопическом, понятное дело, варианте, все немножечко начинают понимать, а что может быть, ну, с Украиной после неправильного или корявого, а у Зеленского по-другому не получается, ну, вот этого вот как бы, замораживания войны, да, то есть куда пойдут вот эти военные, да, чем они будут заниматься, те, которые в силах, те, которые без сил, или там без рук-ног, или там выгоревшие, или просто там с улетевшей, как говорят в просторечии, кукухой, да, что с ними делать, как быть и как собрать страну. Одни говорят, что наоборот нужна федерализация, но, мол, на местном уровне будет проще. Другие говорят, что не федерализация, но нечто, скажем так, другое. И люди об этом пытаются думать. К Будапешту возвращаясь, да, возможности Зеленского. Но Зеленский ведь тоже с дулей в кармане. С такой большой. Он на неделе очень интересный выпад сделал. Ну вот, когда стало известно о Будапеште, он говорит, я готов встречаться с Путиным в любом формате, в любом месте на планете Земля, кроме России и Беларуси. Это его слова передал Ермак. Вроде как он так западным СМИ заявил. До этого была только Москва. И я помню, как все шутили, а может в Крым пускай съездит, или, например, там где-нибудь там, да, ну, там, на Дальнем Востоке, да все равно где. Беларусь, в принципе, была тоже как вариант. Но вот это заявление, плюс заявление, там провел совещание с разведкой, в общем, следят за российскими войсками на территории Беларуси, подробностей не расскажут, наверное, чтобы народ не пугать. Мол, намекает, что как бы повторное нападение российских войск со стороны Беларуси тоже нельзя исключать. Или это, в принципе, для Европы делается, чтобы Европа боялась. Мол, смотрите, в Беларуси там российские войска, сейчас попрут на Калининград или там на прибалтийские страны. Как вам кажется, Беларусь сейчас в том положении, ну, скажем так, разочарованном? Ведь она же претендовала. Ну, вот смотрите, Турция, Беларусь, эти страны претендовали на страну, которая поможет закончить или там снимет вот эти сливки реноме завершения войны. А так Орбан с Венгрией. Вы знаете, Беларусь находится в абсолютно спокойном, ровном состоянии. Мы не навязываем никому своих миротворческих услуг, но если бы президент Зеленский, кроме вот актерской блестящей игры, блестяще играл в политику, он бы прекрасно увидел, что президент Лукашенко замечательно ладит и с сильными мира сего, и с Си Цзиньпином, и с Путиным, и с Моди, и с Трампом, простите. Сейчас мы продолжаем переговоры с американцами, которым, к слову, очень-очень мешает ходу переговоров
европейские наши партнеры. И в ближайшее время мы увидим новую сделку с американцами, выйдут определенное количество еще так называемых политзаключенных. То есть мы ведем эту работу, и если бы Зеленский видел, как мастерски президент Лукашенко находит язык, контакт, да, и умеет общаться с сильными мира сего, при этом не вовлекая свою страну в военные противостояния, наверное, он бы тоже не кинул Украину в пучину вот такой кровавого конфликта. Поэтому мы смотрим на это все, что происходит, абсолютно спокойно. Конечно, было бы прекрасно, если бы встреча состоялась в Минске. Но, понимаете, если бы Минск был согласован, это было бы уже понятно, что украинская сторона, киевский режим готов на компромиссы. Вот, то есть из такого согласования это было бы сразу все понятно. И кроме того, ну а кто сейчас так любит наш братский и русский и украинский народ, кроме белорусов? Посмотрите, как относятся к украинцам поляки, как относятся к литовцы, как другие значит, государства. Сокращают уже помощь, выгоняют из страны. В той же Польше мы наблюдаем постоянно какие-то гражданские конфликты на пустом месте. Да? Вы слышали хоть о каком-то конфликте в Беларуси? У нас полно, значит, украинских граждан. Они ездят на украинских машинах, которые давно уже ездят без технического осмотра, да? Если бы мы хотели их там прижучить, значит, мы бы давно бы создали им проблемы. Но мы, наоборот, приглашаем всех украинцев в Беларусь. У нас есть масса и жилья, и в том числе 30 тысяч, допустим, объектов заброшенных, это в целях небольшой рекламы, 30 тысяч объектов с участками в специальном реестре, которые мы с удовольствием готовы предоставить украинским семьям. Поэтому Беларусь является союзником украинского народа. Нам неприятен киевский режим, но украинский народ и интересы украинского государства мы поддерживаем, так же, как и нашего братского русского народа. Поэтому мы смотрим на это ровно. Ну, лучше уж Будапешт, чем вообще ничего, правильно? Мы смотрим спокойно, прагматично, потому что вся наша политика была всегда выверенной, точной, прагматичной, основанной на классической дипломатии. Поэтому мы сейчас не завалы разгребаем и не пожары тушим на своих газовых станциях. А вот, например, вчера открыли Центр технического творчества для детей и молодежи, где дети будут изучать, молодые наши инженеры, робототехнику. Вот, поэтому, ну, не хочет украинская сторона услуг такого, я бы сказал, серьезного миротворца, как президент Лукашенко. Ну, ради бога. Но, значит, лучше, конечно, встреча в Будапеште, чем вообще никакой встречи. Но вопрос-то в другом. С учетом того, что часть представителей киевской элиты смотрит внимательно ваш эфир, в том числе самые оголтелые киевские нацисты, мы еще раз говорим позицию, заявляем о белорусской позиции, можно сказать, не совсем официальная, да, но большинство людей это поддерживает. Мы хотим, чтобы в Украине прежде всего был внутренний мир. А как вы его добьетесь, если вы отрицаете многообразие языковое в Украине, если вы преследуете церковь, если у вас один политический канал, который телевизионный, кабельный, да, если ликвидированы все основные, значит, телеканалы, все партии, если в тюрьмах сидят более 7 тысяч заключенных, в том числе православные верующие, депутаты Рады, вот киевский режим должен понять, даже если подпишется какая-то договоренность, мира все равно не будет. Мира все равно не будет, если не дать ответы на эти вопросы. Только война уже будет гражданская, потому что вернутся все эти бойцы,
А мы прекрасно знаем, что это русские с промытой головой. Они все на 80% разговаривают на русском. И вот вы представьте, эти раненые, израненные, измученные бойцы, к ним подходит какая-то львовская шваль, простите, мовные активисты, и говорят: а ну-ка скажи «поляница». А у него, извините, под плащом пистолет. Что это будет? Они не позволят, украинская армия, вернувшаяся с фронта, она не позволит над собой издеваться. И на эти вопросы надо будет отвечать, в том числе касаемые языкового многообразия и религиозного многообразия Украины. И киевский режим настолько туп, слаб или специально осуществляет геноцид украинского народа, что не хочет отвечать на эти вопросы. А именно эти вопросы, наряду с внеблоковым статусом Украины, привели к тому, что сейчас мы видим, братоубийственной войне. Поэтому пока киевский режим не поймет, что он находится в тупиковой ситуации, война все равно будет. Но, может быть, уже она не на фронте будет, а уже внутри страны. Это будет не менее опасные, трагические ситуации. Мы видим уже прообраз этого. Вот вы и в Тернополе показывали, да, и в других регионах. Поэтому белорусская сторона очень рада, что такая встреча состоится в Будапеште, потому что лучше такая встреча, чем никакая. И все-таки обратите внимание, что даже, казалось бы, наиболее радикальное движение политическое, такое как Хамас, смогли убедить в подписании ряда пунктов. Но, может быть, у нас, у мирового сообщества, у людей, которые хотят мира на наших территориях, может быть, все-таки удастся убедить киевскую клику, киевский режим в необходимости мира. Мы на это очень надеемся, хотя подчеркну, как политолог и аналитик, что вероятность этого крайне мала. Ну, Для смотрите, этого должен быть низложен Зеленский. мир, Он препятствие мира. мир же ж какой, понимаете, в чем дело? Тут же тоже такой момент. Мир там проигравшей стороны, мир какой-то другой. То есть тут же есть разные варианты мира. Сегодня я, если честно, ну вот правда, со всем уважением, конечно, ко всем людям на Земле, но я просто в шоке от второго человека в государстве Стефанчука. Я вот там пытаюсь как-то найти. Может, дипфейк он включался. Ну, давайте, пускай будет дипфейк. Так просто легче жить. Потому что второй человек страны, Стефанчук, делает потрясающее заявление. Говорит, там же все ждут холодную зиму. Да? И там есть куча сейчас заявлений о том, что будет холодная зима, будет там отключение света, 2 часа со светом, 4 без света, уже все предупреждены, удары по энергосистеме продолжаются, они, может, о них не так рассказывают, чтобы народ не пугать, но свет отключают, очереди, отключения, то есть мы понимаем, что тепло, большие проблемы, и, скажем так, в этом секторе, теплоснабжение, газ, ну и так далее. И выходит Стефанчук и говорит о том, что грейтесь об уклониста дома. Ну, то есть, с таким намеком, что дома там сидят мужики, которые не хотят идти в армию, всячески бегают, скрываются. В общем, 1,5 миллиона по статистике человек не стали на учет. Это означает, что не нашли никакую возможность не идти в армию, чтобы стать на учет. Имеется в виду там на работу устроиться под бронь или там как-то кому-то. Сейчас же так и рассказывают, например, там айтишникам проще выйти в свет, взять, например, там заплатить денежку какую-то. Ну, это айтишникам, людям с такими заработками, да, взять, заплатить, чтобы от них отстали, и так это и делают из-под полы. Но есть же много других людей, которые не айтишники, у которых нет таких доходов. И они прячутся. И говорят, вот вы прячетесь, вот грейтесь об уклониста. Это же такой уровень цинизма. Это же просто что-то. Они не способны ни защитить объекты, ни договориться, чтобы не стреляли по этим объектам. Ничего, получается, не способны, а способны только вот это ставить на вид, упрекать, душить вообще граждан своих, еще и издеваться над ними.
потому что, простите, я это заявление Стефанчука, но рассматриваю как издевательство в преддверии действительно тяжелой зимы. Вы знаете, украинский правящий класс, он же имеет длительную традицию издевательства над народом. Вот почему мы всегда апеллируем к украинскому народу и даже поздравляем Украину с Днем независимости, да, хотя вот ряд политических сил в нашей братской Российской Федерации не понимала это поздравление, потому что мы прекрасно знаем, что эта вся банда, которая сейчас сидит на Банковой, она ненавидима всем украинским народом. Помните такого господина Ющенко? Сколько он получил на прошедших честно президентских выборах? По-моему, 5%, даже около того. По-моему, даже рассматривали его, чтобы включить этот результат в книгу рекордов Гиннесса, как наиболее слабый результат действующего главы государства. Потом был господин Порошенко. Хотя он имел больший опыт дипломатии и не допускал до такого откровенного военного конфликта, но его тоже ненавидел весь украинский народ. И несмотря на то, что все националистические силы тогда сплотились, объединились и говорили все за Порошенко, 73% проголосовали не столько за Зеленского, сколько против него. И тоже сейчас мы прекрасно понимаем, что вся эта банда, которая управляет Ермак, Стефанчук, Буданов, Малюк, Умеров, она вся, вот мы ее ненавидим гораздо меньше, чем ее ненавидит украинский народ. Поэтому их заявление, как бы, ну, ничего нового ни нам, ни украинскому народу не... Нет, подождите. То есть тепло должно достаться семьям, которые отдали долг стране. Так правильно. Секурилизация, разделение, дробление. Все, что тут нового? Ну это вы- и задача Стефанчука. Вы Дикобраз. нормальные? Подождите, вы нормальные люди? То есть газ или там свет или там отопление, получается, мы будем отключать, если ты не воевал, или там у тебя в семье, в квартире никто не живет, кто из воевавших. Ну, это Так, какой-то, это же просто идиотизм. То есть, смотрите, я почему вот это с вами обсуждаю, да? Потому что, так а за что идет война сейчас? Так За война-то, Александр, идет, потому что они ненормальные люди. И они говорят, да, мы, грубо говоря, мы офигели. И что? Что вы нам сделаете? Поэтому заявление Стефанчука – это логичное продолжение действий украинского политического класса всех последних лет. Вот почему оно лично у меня не вызывает никакого какого-то, знаете, шока. Ну да, подонок в очередной раз сказал, что он подонок. Так а до этого, посмотрите все, что они делали. Они садят в тюрьмы, убивают людей без суда и следствия. Вот за что они убили, допустим, Киеву? Разве в Украине действует смертная казнь? Или есть какое-то решение суда? За что они убили сотни украинских журналистов? За что они преследуют половину, как минимум, украинцев, говорящих на русском языке? За что они разрушили религиозное каноническое единство украинских православных? За что они все это сделали? За что они развязали войну? Для чего? Поэтому сейчас он пробивает очередное дно, этот украинский политический класс. Вот мы будем обогревать тех, кто только воевал. Правда, все их дети, никто не воевал, все находятся на Западе. Все. Вот. А даже некоторые блогеры, Бигус, по-моему, да, его там на прогулке по Киеву заметили. А он же должен быть в окопе, по крайней мере, об этом написал. Поэтому да, мы это все будем видеть дальше, в еще более шокирующей какой-то степени. Шокирующей. Но вот эта вся степень шокирующая, она в рамках логики киевского режима и в рамках той задачи, которую им нарисовали,
наши европейские партнеры, быть стальным дикобразом, а точнее полигоном для осуществления геноцида украинцев и других народов, и для тестирования вооружения, и для ослабления России. Поэтому мы будем это наблюдать. И чтобы это прекратить, надо либо низложение этого режима, это на сегодняшний день могут сделать только украинские военные, либо чтобы сам этот режим внутри понял, что нужно ставить точку в этом и приходить к общественному согласию, к формированию толерантного, уважаемого государства, которое уважает права и свободы всех групп, где есть права человека, свобода слова. В общем, все те европейские ценности, на которые наплевала Европа. Юрий, в завершение я хотел бы с вами еще тему одну обсудить, чтобы вы высказались. Прям это очень интересно. Меня всегда интересовал, а почему в Беларуси, ну и вообще, как бы я сильно не интересовался, поэтому как бы поверхностно общо. А, Хочу, чтобы вы прокомментировали с позиции белорусской паспортизации населения. Значит, Россия, как преемница Советского Союза, выдает паспорта, и там есть куча причин. Ну, если, допустим, человек там военный, оказался там, служил на территории России, есть там упрощенные какие-то схемы для не только для украинцев, для всех граждан бывшего Советского Союза, родившихся ну, вот в то время, да? Ну и там есть определенные нюансы, понятно, для украинцев, для неукраинцев, для там, людей из Азии. Ну, то есть мы не слышали никогда вот истории с белорусскими паспортами. Я почему задаю этот вопрос? Да? Что это так вот Лукашенко направо-налево не раздает белорусские паспорта? А мог бы, да, сделать как бы такой хаб, как альтернатива условно. Потому что с российскими паспортами дурдом в украинской политике. Труханова, значит, лишили гражданства за российский паспорт. Тот говорит, да нет у меня никакого паспорта. Ну, как бы это, знаете, напоминает такое, да, докажи, что ты не верблюд. И он там пытается как-то доказывать и говорит, так смотрите, у губернатора Кипера вот жена с действующим паспортом. А тут говорит, нет, она отказалась в 22-м. Чего? Так это ж с 14 года уже вот эта история. Ну, то есть, в смысле в 22-м. Ну, то есть, и никто не задает эти вопросы. Всем как-то так, знаете, плевать. То есть, да, у жены губернатора российский паспорт, но она отказалась. Так он действующий. И ИНН действующий. У Труханова ИНН по базам не пробили, не нашли. Вот тот, который СБУ публиковала. А у Кипера все показывает, все нормально. Вообще какая-то складывается странная вот эта логика с вот этими паспортами у верхушки Зеленского, у приближенных. Я вообще не удивлюсь, что мы там узнаем, что у Зеленского есть российский паспорт. Ну, полученный тогда, когда он работал в Москве, жил там, потому что это уже просто нашли. Он ездил с Шефиром, своим там помощником. Шефир оформил паспорт, он на свой русский паспорт оформил российско-украинскую фирму, украинская сторона как бы Зеленского, паспорт, российская Шефира. Так мы так действительно можем, ну, в общем, до мышей, понимаете, с этими паспортами. А вот Беларусь как-то в сторонке этого процесса. Чего так? Ну, вы знаете, я еще дополню вашу историю, что у вас, по-моему, возглавлял СБУ человек с российским паспортом, да, господин Баканов. Вот. И даже у кошелька и ответственного за все самые грязные схемы Зеленского господина Миндича жена, дочка директора, покойная директора московского ЦУМа. Понятно, что у нее есть российский паспорт. Вот. Но вопрос, что они паспорта имеют российские, но сами являются, есть такое слово «вырусь». Вот в их числе и господин Буданов. То есть являясь либо русскими по происхождению, либо русскими по паспорту, они фактически отреклись от своих духовных, нравственных, традиционных ценностей. Беларусь не запускает никакую паспортную программу, потому что даже небольшое количество
приехавших людей, будучи вот такой вырусью, либо с другими традиционными ценностями, может устроить в небольшой стране ну, очень большие проблемы и потрясения. Поэтому мы тихо этот процесс проводим. Нельзя сказать, что мы его не проводим. Более 10 тысяч украинских граждан уже за последний год получили гражданство Беларуси. Но мы желаем видеть на своей территории людей, которые разделяют наши традиционные ценности. Память о Великой Отечественной войне, чтобы эти люди были христиане, если не православные, чтобы эти люди имели такой же трудолюбивый менталитет. И вот, кстати, украинцы, и русские, и белорусы похожи тем, что мы как бы трудяги, мы любим трудиться. Украинский народ, он очень трудолюбивый, поэтому, конечно, украинцев мы к себе приглашаем. Мы с удовольствием, без всякого шума, как у нас говорят, гвалта, будем продолжать выдавать им белорусские паспорта, особенно семейным украинцам, если они захотят связать жизнь с нашей страной. Потому что в нашей стране есть как преимущества, так и, может быть, недостатки для некоторых украинских граждан. Недостатки эти заключаются в том, что надо жить по закону, соблюдать все правила. У нас практически никогда не бывало коррупции. А некоторые приехавшие украинцы рассказывали, что даже вот, ну, которые были шокированы нашим подходом и работе с нашими госчиновниками, приятно шокированы. Они говорили, что даже в советское время вот в паспортном столе в Украине, ну так они говорили, открывали шуфлядку и говорят, что-нибудь положи, шоколадку или денежку. Вот, в Беларуси за такое, простите, садят. Поэтому для тех, у кого душа похожа на запорожских казаков, может быть, это не самое лучшее место для обустраивания своей жизни. Но для тех, кто хочет тишину, покой, соблюдение прав основных человека, а эти права – это прежде всего право на жизнь, право на труд, право на обучение и право на здравоохранение, мы приглашаем в Республику Беларусь, потому что нам кажется, что ничего хорошего правление Зеленского не принесет даже после Будапешта. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, напишите в комментариях, что думаете. Увидимся обязательно. Добра и света.